Привет, мои дорогие! Тема здесь такая, что творится у него в душе. Я посмотрю на цыганских картах, что творится в душе у вашего мужчины. Какие у него мысли идут сегодня, именно в тот момент, когда вы нашли видео. Как он к вам относится. Его чувства, мысли. Это будет цыганский расклад. Правдивый, потому что есть много уже традиций делать именно такой расклад, что творится у него в душе. Я посмотрю вашего мужчину. Можно загадать человека, а можно просто послушать. Расклад что делает? Он расширяет сознание и позволяет вам увидеть то, чего не видно. И вы отдыхаете, вы выговариваетесь на раскладах, вы спрашиваете у Вселенной, Высшего Я, ответы на ваши вопросы. Хотите получить, да, задаете вопросы. И расклад, он очень детально смотрит именно, что творится в душе у вашего человека. И какое с ним будущее, как будут с ним развиваться отношения. Итак, будем смотреть. Эти две карты, они, видите, это что перекрещивает его. То есть на этих картах будет видно именно то, что раздирает его душу, противоречие. Смотрите, с одной стороны, это карта гора. Они немножко связаны с Ленорман. И гора имеется в виду, что у него тяжело на сердце. У него в душе тяжесть. У него в душе тяжесть. А также тяжесть касательно семьи, дома. Касательно каких-то, может, обещаний, которые он дал и не выполнил вам или кому-то другому. Может быть, у кого-то здесь качели какие-то, да? Что творится в душе у мужчины, его душа раздирается между какими-то домашними заботами, может быть, заработок денег, может быть, какие-то дела, связанные с семьей, родители, может быть, дети. И у него тяжесть на душе, это мы точно знаем. Теперь эти карты будут связаны, и они будут резонировать с другими. Вот здесь тот характер, с которым он родился, что он получил от своих предков. Или же что при встрече вашей, вот что самое главное было, потому что это фундамент. Я вижу кольцо к червовой даме. То есть червовая дама, это, конечно, вы, тот, который вопрошающий, спрашивает в этом раскладе. Это расклад общий, у меня только общие расклады, у меня нет WhatsApp, так что, девочки, знаете, все ответы можно на моих общих получить. Так что здесь вы, червовая дама, это тот, кто сейчас нашел это видео. Этот человек вас очень любит. Вот что он получил от предков? Умение любить, умение быть верным. Вы скажете, он такой неверный. Может быть, вы смотрите на бывшего. Смотрите всегда на человека, с которым у вас есть возможность получить отношения, который вас не так обидел, что уже вообще ничего сделать нельзя. Или какой-то со страшными привязанностями, так, как алкоголизм. Смотрите на свои новые возможности. Я вижу, что если тот человек, на которого вы смотрите, он вас любит, а это я вижу, что любит, у вас с ним будет очень сильная связь, это кармическая родовая связь. Вы рождены для счастья, потому что кольцо, он выполнит обещание. У него вот есть тенденция в характере все-таки выполнять обещания. Если пока еще такой характер не проявился, он проявится. Вот эта карта очень хорошая, это тройка жезлов. 3 – это всегда решение какой-то проблемы, это когда выход найден, это всегда продвижение вперед, и это семейное продвижение вперед. То есть, если нет еще семьи, будет, если ссоры, вот это примирение будет, потому что дерево – это стабильные отношения, родственные души, это когда есть взаимопонимание, когда есть, знаете, жалость друг к другу, потому что это тоже выражение любви. Ему род передал очень сильные корни, он может быть очень эмоциональный, или он может быть очень сексуальный мужчина, очень такой горячий или аттрактивный вообще для женского пола, да, потому что он красивый мужчина. А бывает так, мужчина внешне некрасивый, но имеет вот этот огонь. Жезл – это внутренний огонь. Мужчина рожден с умением любить, я вижу. У этого мужчины из жизни уходит в семье какой-то обман. У него был в семье обман. Или это связано с с делением наследства, или с несправедливо, как родители поступали с ними, с его братом или сестрой. А здесь
обман какой-то, манипуляция семейная или еще какая-то семейная. Может быть, здесь треугольник, но здесь какая-то семейная манипуляция. Люди вроде любят друг друга и вместе с тем используют друг друга. Это позиция, что уходит навсегда из его жизни. Уходит какая-то семейная манипуляция у него. Вот это может прийти, но не обязательно придет. Это придет обязательно. Что может прийти к нему, но не обязательно придет. А я вижу крысы. Карта крысы. Это, опять же, какая-то сложная ситуация. И корабль может быть связан с работой или же с финансами. Здесь корабль торговый. У мужчины может быть сложности в финансах. Это может быть так. Может придет то, что он поймет, что не стоит вкладываться вот в то дело, в которое он вкладывался, и не было результата. Или он вкладывался неправильно вообще в ваши отношения, неправильно себя вел. У мужчины как бы крысы съедят ту практику, которая была не очень полезная для вас и для него. Здесь уйдет его чувство, что он что-то делает не так, что он где-то его используют, может. Уйдет вот это ощущение, что его используют. Может быть, у кого-то есть такая ситуация, что мужчина вас использует какой-то. Что обязательно придет в ваши отношения, что обязательно придет. Карта невеста – это улучшение отношений, переход на новый уровень, и карта развилка. Ну, развилка здесь компонуется вместе с картой трифовый туз. То есть, если вы стояли у развилки с ним, если у вас не было понятно, куда все идет, как делать, как жить с ним, с этим мужчиной, потому что он себя плохо вел, то я вижу, наоборот, откроются дороги. Потому что трифовый туз – это все-таки начало взаимопонимания, а невеста – это у кого-то из вас, это будет просто, что отношения перейдут на новый уровень, или же он начнет вас понимать. Здесь новый знакомый, может, для некоторых девочек. Девочки, вы все разные. И карты, они такие универсальные, они дают разные советы всем, да. Даже если бы вы заказали, предсказатель те же карты взял бы, и кое-что бы с вами резонировало, а кое-что нужно было бы отбрасывать за ненадобностью, потому что вас не касается. Так что вы берите свои моменты, составляйте свою картинку мира. Но я здесь вижу, что мужчина заинтересован в вас, он хочет сделать вас своей женщиной, своей невестой, своей суженой, да. Или же здесь новый знакомый, новый пиковый знакомый у некоторых девочек проиграется, которого вы встретите при странных обстоятельствах, случайно, при очень странных обстоятельствах. Вы там не ожидали его встретить. Вроде, как у нас девочки принято так, не привели себя типа в порядок, да, типа не там... Но, по вашему мнению, вы выглядели не в самым лучшим образом. А то, что, кстати, по нашему мнению, кажется, что мы не выглядим самым лучшим образом, то самый лучший образ, потому что он натуральный. В природе все натуральное, кроме людей. Люди вычурно стараются, и видно, что как-то сами себя перекручивают, чтобы как-то, по их мнению, выглядеть как кто-то другой, там, знаменитость или еще что-то. Мода – это важно, но человек должен свой стиль иметь. И, может быть, вы боялись, потому что вас упрекали, или вас вот здесь по крысам, корабль. Может, вы сравнивали себя, корабль, с другими людьми, потому что люди вам говорили, что-то у вас не так. Что-то вот не так, и вы верили людям, и делали ошибки. Нельзя верить никому, потому что реальности вообще на самом деле нет. Каждый человек видит кусочек только мира относительно тому, что у него внутри. Каждый человек отражает свой внутренний кусок мира, и внутренний кусок мира человека, который отражает, проектирует на внешний, очевидно, скорее всего, тот, который он в себе сам не принял или не понял. И он это все проектирует и видит так мир. На самом деле реальности нет. Реальность у каждого своя. Так что здесь чья-то реальность не должна быть вашей реальностью. Вот и все. Может быть, вы думаете, что у мужчины там еще какая-то реальность есть, но вы ошибаетесь. Он сам с собой в раздоре часто бывает. И я здесь это вижу по карте дом и гора. У него какое-то напряжение, он как-то не умеет сам с собой договориться, не умеет прийти к этому знаменателю общему, что у него происходит во внешнем мире, на работе, дома, в семье, в финансах. У него как сплошная такая гора
которую он никак не может разрулить. С одной стороны, вроде все сделал, с другой стороны, запущено. Пока он здесь сделал, с третьей стороны запущено. То есть человек не понимает, что вот то, что он спасает там в разных частях свою жизнь, на самом деле он ведомый теми обстоятельствами, которые мы навязали какие-то люди, что ты вот здесь должен так спасти ситуацию, там маму спасти, дочь спасти, или же там дом спасти, там что-то обваливается, или же на работе что-то сделать. На самом деле, пока он это что-то одно делает, он не живет, он как бы отбывает срок длиною в жизнь. Я скажу, что вот это будет меняться. Это все будет меняться. Он поймет, что для него это вы главное, что, в общем, все остальное, оно само по себе подтянется, если главному давать внимание. Это хорошая карта с той стороны, что невеста всегда перемены, а развилка часто девочки понимают это как тупик. Часто говорят мне, я стою у развилки. У развилки не стоит стоять, потому что развилка, наоборот, это открытие дорог. Что такое развилка? Когда одна дорога шла, и вдруг раскрылось все. Вдруг стало все ясно, все понятно стало, что есть выход, есть даже несколько вариантов судьбы. Судьба всегда показывает вариант, и она дает право выбора. У вас будет два варианта. Может, у кого-то двое мужчин вами интересуются. Может быть, потому что здесь может быть какой-то заморский человек издалека, и свой человек, который вам уже здорово подпортил нервы. Тут два человека. Один незнакомый, и другой человек, с которым вы много уже соли съели вместе, и кажется, что уже стоит продолжать, потому что вы вложились в него. Но он имеет тяжелый характер не потому, что он виноват в этом. У всех людей нелегкий характер, если так разобраться. Да? Нам главное, чтобы мы и наши любимые, чтобы мы как-то сумели договориться. Потому что сложности всегда можно обойти, если есть много точек соприкосновения. Что я вижу здесь, в основании? В основании у вас очень много точек соприкосновения. Очень много. Здесь вы родственные души. Вы можете создавать крепкую семью. Вы можете держать обещания. Он и вы можете быть верными. И он может для вас быть очень хорошим человеком, который вас вот как женщину устроит. Да, устроит. Вы сами знаете, в каких планах, да. Эти две позиции очень важные, потому что это вы и другие люди. Здесь вы, а здесь он. Вот смотрите, что я вижу о вас, как вас видят Вселенная, высшие силы. Карта Лилии говорит, что вы с трифовой мастью вместе. Вы все делаете для отношений. Вы привыкли вкладываться по полной, вы привыкли брать на себя свои заботы, тяготы, а также тяготы людей, которых вы любите. То есть вы привыкли не только свои дела решать, но вы привыкли тоже дела решать своих любимых людей. Как бы я кого приручил, за того ответственный. Это ваша кредо жизненное, это лилии, это спасение. Вы спасатель такой, да? Может, кто-то спасает мужчину от алкоголя, кто-то спасает мужчину от его же агрессии, кто-то спасает мужчину от его неудач в бизнесе, в делах, от его там неумение свои дела в порядок привести. Вы не только свои дела умеете в порядок привести, но его тоже. Вы такой менеджер по жизни вот здесь. Так видят вас высшие силы. Да, спасатель, смотрите, карта молнии. В общем, мои слова подтвердились, да. Карта молнии говорит, что там, где... Вот вы как на скорой помощи. Там, где нужны помощники, заступники, там, где нужны деятели, потому что вы деятель, вы делаете больше, чем нужно, в раза 3, а то и в 6, потому что шестерка – это намек на в 3 раза делаете больше, чем нужно, или в 6 раз, чтобы спасти людей от их самих. Спасаете дочь там, от неправильного мужчины, спасаете сына от неправильного вложения дел, спасаете родителей, но они уже пожилые, у них свои мухи. Если это ваша ситуация, вы выбираете свои фрагменты. Спасаете мужчину, это чаще всего. А себя? Что в себе? Себя вы жертва. Вас видят высшие силы как жертву. Это не очень хорошо, когда вы жертва. Потому что на жертве все едут. А он, это другие люди, и в частности он, мужчина, о котором вы спрашиваете. Но он, конечно, орден, да? Карта орден. Он чувствует, что он заслужил медаль. Он часто, может быть, вам говорит, может быть, с некоторым проиграется. Вот его слова услышите в моих словах. Он часто вам говорит, что
почему я этого не заслужил, жизнь ко мне несправедлива, они мною пользуются. Вот он, понимаете, он такой здесь валет треф. Вальты – это всегда хлопоты, заботы, энергия новичка, это энергия неграмотности или энергия человека, который еще не имеет достаточной информации, но уже делает выводы. Мужчина, может, не получил достаточной информации о вас, о ваших делах, о том, что делать дальше. Или же он получил какую-то манипулятивную информацию, но уже сделал выводы, он уже герой. Вот он уже знает, что только так надо. И когда вы ему скажете: нет, не так надо, а давай попробуем так и так, может быть, мы посмотрим с другого угла на это все, он начинает возмущаться и говорит, что я уже решение принял, я уже знаю, как нужно. Ну, понимаете, здесь такая вот раздирает такая связь. Валет – это всегда тот, который недостаточно опыта имеет. Может, он поэтому и работу эту провалил, этот проект, что недостаточно опыта было, или он не умел с заказчиками разговаривать, нетерпеливый был, и так далее. Может быть, он с вами не умел взаимодействовать. Вот валет – это всегда, когда недостаточно чего-то, когда человек еще не сведущ, он еще не обладает достаточными знаниями, опытом жизненным. А орден – это уже награда. Вот он думает, что ему уже положена награда по жизни. И он может быть резкий, потому что это коса. Может быть, он резкий человек в своих суждениях или в своих выводах. Кстати, вот здесь, именно в цыганских картах, карта коса имеет еще другое значение, потому что здесь у нас бубновая десятка. Десятка, бубен – это решение денежных вопросов, финансовых вопросов. А здесь коса урожайная, потому что мы видим сноп пшеницы такой, да? Созрела ситуация, чтобы делать выводы уже. Созрела ситуация. Не он созрел, он еще не созрел. Он думает, что он созрел, но он еще совсем не созрел. А ситуация уже вызрела. Здесь, может быть, ситуация созрела, что он должен работу поменять. Он должен уже лучше зарабатывать, он уже имеет достаточно опыта. Он считает, что он имеет достаточно опыта, но где-то глубоко внутри себя, вот там в самом внутри его сущности, сути его, да, как человека, он не уверен в своих силах, он знает, что ему подучиться надо. Или он, может быть, когда вы спорили, он накричал, наругался, что-то сказал, но он знает, что он был неправ, потому что он знает, что он поступил как невзрослый человек, как юноша, как еще подросток, даже если он взрослый. Он чувствует что-то не то, он чувствует, что где-то лишнее ляпнул, лишнее что-то сделал, может, лишняя покупка, необдуманная покупка, вот такой расклад бывает, необдуманная покупка, надеялся, что эта покупка ему счастье даст. Может, покупка дома, большая покупка, машины, ну, у кого-то проиграется, не у всех, конечно, что у кого так в процентном соотношении. Здесь, может быть, на эту покупку он надеялся. Часто люди в покупку вкладывают понятие счастья. Счастье не купишь за деньги, я 100 раз говорю. Но люди не понимают, почему. Потому что часто те, кто хотят продать, они делают такой переклад делают, да? Подклад даже, я бы сказала, потому что вкладывают в понятие покупки – это счастье. Например, дом продают, там вино в ванной стоит с бокалами, свеча, да? Что человек заходит в эту ванну и думает: вот это мое счастье. На самом деле это иллюзия счастья. Там вино – это всегда иллюзия. Вино, бокалы, свеча. Но не этот дом. Дом человека счастливым сделать не может. И даже если человек поменяет дом, кто несчастный, не умеет жить, не знает алгоритм собственного счастья. У каждого алгоритм собственного счастья свой. Человек не знает этот алгоритм, и он думает, что от дома этого зависит, но он себя старого просто в пространстве переставил в другое место. Может, этот мужчина себя старого в пространстве с одних отношений в другие перенес, но он не научился на прошлых отношениях, он не сделал соответственные выводы, он себя старого просто перенес в новые обстоятельства, а он, какое у него было отношение, такое осталось. Здесь нужно изменить свое отношение к чему-то. Может быть, ему нужно научиться, знаете, плохой характер – это просто несдержанность. Я вам сразу скажу, потому что каждый человек может быть не сдержан, если позволить себе. Нужно себя держать в рамках. Нужно следить за собой, что ли, чтобы всегда выглядеть так, чтобы людям не помешать жить. Это называется культурный человек, который себя ведет так. Можно, конечно, не сдержаться, там,
выразить свой гнев на ком-то, но кому-то хорошо от этого будет. Культурный человек тот, который понимает, что другие не виноваты в его каких-то заморочках, он свои заморочки должен сам с собой решить, а не стоит, отыгрываться на другом. Это культура, когда человек держит себя в рамках, да, он собранный. Мужчине должно вот это прийти. Ну да, может быть и характер здесь крысы все-таки, да, ему надо поменять характер. Крысы и корабль это поменять характер. Это так может быть вполне. Но, знаете, ему не хватает просто этой собранности. Вот. Часто люди, например, пьющие или играющие в жизни, не живущие, они не собраны, потому что они привыкли, что легко дается удовольствие, да, вы понимаете. Удовольствие нужно заработать. Например, поработали, отдохнули, приятно. А вот тот, кто пьет, у него удовольствие, оно не заработанное. Там эти допамины, кто говорит дофамины, кто допамины, то и другое можно говорить. Они, получаются, искусственные. А что такое допамин? Это гормон удовольствия от чего-то новенького, да, новые ощущения. Вот он эти допамины хочет заработать путем, может быть, быстрого вложения денег. Он не понимает, что так не бывает. Сегодня деньги взлетели, завтра упадут. Вот это быстрое удовольствие, незаработанное, оно свойственно ему, потому что он хочет легкой наживы. Когда человек работает, это не то, что ему тяжело работать. Просто нужно как-то заслужить, что ли, да, ваши отношения, заслужить ваше доверие. Ведь здесь легкая нажива может быть ваше доверие. Он не хочет заслужить ваше доверие, а просто, чтобы вы ему дали вот так. Но если он уже вас подводил и не раз, вы как бы потеряли в этом веру, это первое. Второе, вы его все равно любите. Он вас все равно любит. Значит, если он научится быть собранным человеком, у вас, возможно, очень счастливое взаимодействие. Вот этот орден говорит, что, конечно, мужчина стоящий, ему повзрослеть и заслужить доверие. Вот так вот о нем здесь пару слов. Теперь я возьму карты, вот эти надежды, hopes and hopes. Как это сказать, это перевести на русский язык? Надежды и страхи. Fears and hopes, да, надежды и страхи. Это такая позиция. Вот здесь. Выкладка старинная, не сомневайтесь. Меня учитель этой выкладки научила, она самая мощная. Надежда и страхи всегда одна энергия. Это энергия ожидания. Энергия ожидания, она всегда негативная. Потому что бывает так, что ожидания мы начинаем приукрашать, но ничего не делаем, просто ждем. Самая лучшая энергия, где ожидание действия, а где ожидание никаких действий, это негативная энергия. Вот это такой дом, надежды и страхи. Смотрите, перемены. И здесь написано, что the railroad forecasts a long journey. Long journey – это длинная дорога. Дорога в длину в жизни. Мужчина вам был по судьбе. Что еще здесь? Звезда. Карта звезда. Вы знаете, пуд в соли съели, пиковая двойка. Двойки – это всегда страхи и сомнения. Всегда. Потому что 3 – это уже выход. А 2 – это раздирает сомнения. Да? Поэтому развилку люди не любят. Развилка – это открытие дорог, но в то же время человек он замораживается, какая-то тония возникает. Он боится двигаться назад, потому что у него вроде выбор есть, но результат он не видит еще. Да? Результат – это 3. А здесь у нас 2 и 2. 2 раза 2. Так что вы боитесь, потому что вы давно ждете. Не ждите ничего от него. То, что будет лучше, оно будет, потому что я вижу, что будет. Да? Карта невеста говорит, перемены будут. И карта железная дорога в цыганских картах, она говорит, что длинная дорога длиной в жизнь. То есть невеста – это переход на новый этап в отношениях. Но 2 двойки говорит, что вы давно живете в подвешенном состоянии, и давно вы ждете, что он поменяется, но вместе с тем каким-то образом вы оба застыли. В том периоде, где любовь есть, привязанность есть, чувство, что вы друг для друга рождены, есть. Это правда. Это, кстати, чистая правда, кольцо и дерево в основании. Но и он, и вы пока застыли. Потому что то, что он обещал, вы пока не видите дело. Пока этого не видите. Поэтому застыли отношения.
подвешенные, можно сказать. Но звезда говорит, что будет успех. Звезда – это хорошая карта. Вы ждете успеха. Двойка, ждете успеха после перенесенных трудностей. И я вижу, успех будет после перенесенных трудностей. То есть улучшение в отношениях будет. Потому что, ну ладно, гора, допустим, сложности в доме, да, ведь это не значит, что вы живете вместе, но у многих, что живете вместе. У некоторых нет, пока встречаетесь. Или живете пока на съемной квартире, пока еще нет своего жилья. Да, пусть это трудно, но то, что вы проходите сейчас вместе, те трудности, они закладывают фундамент очень стабильный. Когда люди многое вместе перенесли, это их роднит. Вот здесь именно по этому раскладу. Здесь это вывод, итог и советы карт. Опять двойка, представьте себе, но это уже радостная двойка. Если мы видели в страхах и надеждах две темные двойки, то есть там, где застылось такое состояние застывшести было, потому что много уже сказано обидных слов по пиковой масти, и много ожиданий было. Но я здесь вижу все-таки звезда, да, и эта звезда плавно переходит еще в одну двойку. Но это уже совершенно другая двойка, это бубен. Бубен – это помощники, бубен – это радости, бубен – это средства, деньги. Как бы соединение двух домов для одного счастливого дома. И это вот это вы. Потому что на карте написано, что this card represents the lady whose fortune is being told, and all other cards affect it to a degree. То есть выходит, что это вы, это карта-сигнификатор вопрошающего. Вот здесь в цыганских картах так, двойка бубен. То есть, смотрите, две дороги открываются. Очень мудро сделаны цыганские карты, потому что действительно мы, девочки, думаем, там вот, будет мужчина любить, будет счастье. Счастье, если вы себя будете ценить и не давать в обиду. Понимаете? И тогда найдете дельного, приличного мужчину. Потому что здесь бубен – это то, что выгодно для вас в 2 раза выгоднее. Вот я уже сказала, помните, когда я вас описывала по этим 2 картам? Я не буду повторять, потому что я в потоке. Я повторить вообще никогда ничего не могу. Но вы поняли. Здесь вы – это карта вопрошающего, ваша карта того человека, кто нажал «посмотреть». И вам нужно услышать такие слова. Хоть и каждый мои слова по-разному услышит. Как я говорю, что нет реальности, есть реальность ваша. И ваша реальность вот такова. Бубен, вкладывайте то, что вы вкладываете в ценность в ваших отношениях. Просто бубен, нейтральное понимание того, в что нужно вкладываться. Поэтому бубен часто ценные бумаги, деньги, финансы. Да? Бубен – это то value, или же это то, что для вас ценно. Вы туда вкладываете. Что для вас ценно в этом мужчине? Что для вас ценно в вас самих? Как вы видите себя в этих отношениях? Как вы видите ваше будущее? Дважды будет лучше, чем вы думали. Вот вы вложите в один бубен все ваши надежды. И по второму бубну начните действовать по этим надеждам. То есть начните с мужчиной взаимодействовать более конструктивно. Я знаю, пример приведу. Я не знаю, что у вас мужчина пьющий, но пример приведу. Если женщина хочет помочь пьющему мужчине, она ему ставит ультиматум. Она говорит так, или я, или бутылка. Вот когда бросишь пить, приходи. И если ты опять вернешься к этому, я тебе 2-й шанс не дам. По-моему, какого-то президента Америки была жена, а он выпивал, молодым еще будучи. Она ему сказала, так, я тебе 2-го шанса не дам, я тебе только дам 1 шанс. И здесь вы, то, что для вас ценно, как вы хотите жить, как вы хотите для себя сделать личную жизнь, да? Вот вложите туда все, опишите это все в красках, в красоте. А потом скажите ему, вот так я вижу наши отношения. Если ты хочешь вкладываться, ты вот эту практику не будешь делать, потому что я в этой практике жить не могу. Не говорите там, ты такой плохой, такой. Я не могу жить в таких условиях. Я тебя люблю, но в таких условиях жить не могу, поэтому я ухожу. Но это можно так сказать, вы здесь не уходите. Вы здесь договариваетесь, потому что 2 – это вы и он, и умение договориться. Вы сейчас находитесь, может быть, в кризисе, может быть, в той ситуации, когда пришло время поставить точки над «и». 2 – это когда вы ставите точки над «и», а 3 – когда уже решение есть. Ну вот, что здесь мы видим? Если здесь 3, здесь есть 2 тройки, это счастливый дом. 6 – это 2 тройки. Вот когда вы
начнете себя уважать в отношениях, да, вы себя как уважаете? Вы себя уважаете только за поступки. Вот я молодец, я так сделала и так. А просто уважать себя без поступков. Просто любить себя за то, что вы есть. Вот без этой оценки родительской. Молодец, там хорошо сделала, здесь не молодец. Просто уважайте себя за то, что вы есть. И тогда дважды будет лучше, чем вы думали. У вас дом будет полная чаша, с ним будет удобно жить. Он начнет считаться с вами, он начнет понимать, что там нет женских, мужских обязанностей. Но это со временем придет. Во многом мужчины не виноваты в патриархальном обществе. Это такое немножко восточное общество, да. Они не виноваты, они как бы продукт своего времени, и они продукт своих родителей. Они часто не виноваты, потому что они не знают ничего другого. Их так воспитали, их так научили мамы, которые все другие женщины плохие. И она хочет для своего сына счастья. Ну что она делает, да, когда она его учит, там, это тебе не подходит, это, с этой ты не будешь, ставь ее на место, там, она должна за тобой ухаживать. А для себя они такого мужчину не хотят, но сына таким воспитывают. В общем, женщины, матеря должны переделать свое отношение к детям. Это пройдет 2-3 поколения еще. Но вам же сейчас жить. Поэтому постепенно он вот так изменится. Постепенно, но нужно вам видеть, что так как он себя ведет, он хочет быть этой звездой, он хочет, но он же продукт своего upbringing, продукт своего детства, такая вещь, так что он во многом не виноват. К сожалению, в патриархальном мире мужчины часто заложники вот этих правил, нечестных правил по отношению к женщине. Нам, женщинам, нужно просто себя ценить, и они подтянутся, если они вас любят, они подтянутся. Но если он не подтянется, у кого-то, кто-то, кто смотрит на бывшего, у вас будет приличный человек, ведь расклад этот такого показал. Некоторые девочки обижают меня, смотрят на бывшего, с которым 20 лет уже ничего нет, потом меня обижают, говорят, что не про меня. Это про вас, счастливую, если вы можете это увидеть. Это всегда про вас, всегда все про вас. Если все слова, что вы слышите, всегда про вас, потому что каждый понимает слова по-своему. А я скажу, что я вас всех люблю, очень люблю, и для меня важно, чтобы вы были счастливы. И я надеюсь, что мои расклады вам помогут. Я знаю, что помогут, если вы им позволите. И мы еще скоро и очень обязательно увидимся.